Вода. Земля. Огонь. Когда бы речь не заходила о старых мультсериалах, я всегда чувствую себя грустно. Я бы даже сказал, что начинаю ощущать некую нервозность. Нервозность по поводу того, что эти мультсериалы дают мне осознать, что время движется беспощадно. И с каждым Новым годом эти мульты все больше становятся историей. Историей, о которой, скажем, через лет так 100 никто уже и не вспомнит. И именно такая мысль приходит мне в голову при вспоминании таких мультсериалов, как «Чародейки» и «Винкс». Когда я впервые смотрел их по телевидению, то как малый ребенок я абсолютно не различал эти два произведения. 5 девочек-волшебниц сражаются со злом. Так можно описать как один, так и второй мультсериал. Концепция в сути своей одна и та же. И кажется, словно персонажи будто слизаны друг с друга. Именно так я считал до пересмотра этих произведений. И каково же было мое удивление, когда я заметил, что это две крайне разные картины. В моем детстве все, что выходило по Jetix, казалось мне классным. Именно по этой причине, когда я окончательно осознал, что Чародейки и Винкс это не одно и то же, я машинально дал предпочтение первым. Чародейки лучше нарисованы, а мир вызывал у меня больше симпатии. Несмотря даже на тот факт, что некоторые аспекты этого мульта часто пугали меня. В основном своей атмосферой и какими-то уж больно криповыми существами. В то время как Винкс для меня были просто более лайтовой версией все тех же Чародеек. И тут же назревает вопрос, кто кого сплагиатил? Ну, формально мультсериал Клуб Винкс вышел раньше. Тем не менее, первоисточник Чародеек, а именно комиксы, начали выпускаться еще за 3 года до выхода Винкс. В то же время, сам создатель Винкс утверждает, что идея пришла к нему раньше, чем появились Чародейки. Таким образом, у нас вырисовывается какая-то каша. Но, как мне кажется, наверное, и нет особого смысла выяснять, кто был первый. Ведь оба мультсериала не являются какими-то уж новаторскими. И в некоторой степени заимствуют идеи того же Гарри Поттера, Сейлор Мун и тому прочих. Как мы знаем, Винкс набрали просто невероятнейшую популярность по всему миру. Вышло целых 8 сезонов, несколько спин-оффов, фильмов, продаются книги, куклы, комиксы, игры и куча хлама по данным брендам. А еще, насколько мне известно, ведутся работы над лайв-экшн фильмом по мотивам мультсериала. В то время как мои любимые Чародейки были заморожены после 2-го сезона и коммерческого успеха так и не получили. По какой-то причине мультсериал не нашел своей популярности в США. Именно поэтому был закрыт, даже несмотря на то, что в Европе и Азии он был достаточно успешным. Сравнивать Чародеек и Винкс достаточно сложно. Как я и сказал, лично мое предпочтение всегда склонялось к первым. Еще до создания этого видео я считал, что Чародейки более взрослые и затрагивают более значимые проблемы, в то время как Винкс концентрируется на каких-то тривиальных вопросах. Например, о том, какой наряд надеть или с каким парнем замутить. Но когда я сел за изучение материала к данному видео, я осознал, что как Винкс, так и Чародейки являются просто детско-подростковыми мультсериалами. Они глупы во многих аспектах. Если вы взглянете на первую серию каждого из этих проектов, у вас не останется сомнений в том, что эти шоу очень плохо проработаны и были созданы исключительно для детей. Хотя изначально мне казалось, что Чародейки схожи на Аватар Легенда об Аанге в плане универсальности. Аватар нравился как детям, так и взрослым. И при пересмотре тебе кажется, что эта картина даже лучше, чем тебе казалось в детстве. Ситуация с Чародейками диаметрально противоположная. Смотря это шоу сейчас, я едва ли ощущаю эту универсальность. Мультсериал кажется пресным, неинтересным и крайне глупым. События произведения происходят слишком уж быстро. Многие моменты кажутся клишированными, и тем самым тебе не очень-то и хочется это досматривать. Мне воистину нравился этот мультсериал, когда я был маленьким. Я и сейчас испытываю к нему приятные ощущения, но мне кажется, что я знаю, почему у сериала не получилось сделать то, что получилось у Винкс. Начало двух произведений примерно одинаковое. Главная героиня узнает, что обладает силой волшебницы, и шаблонно понимает, что ей предстоит пройти через множество испытаний, чтобы достичь чего-то в данном начинании. Оба шоу начинаются похожим образом, только вот разница в том, что Винкс знает свое место. Оно изначально позиционирует себя как сериал для детей, коим оно, конечно же, и является. Шоу не пытается усидеть на двух стульях. В то время как Чародейки, хоть и кажутся детским мультом, но, по всей видимости, они сами это не осознают. Будучи сериалом для детей, они пихают в себя немало моментов, которые будут неприемлемы для многих детей и их родителей. Взять, к примеру, Королевство Меридиан. Я имею в виду всю визуальную составляющую этой локации. Дизайн выполнен в лучших традициях Dark Fantasy. И это в целом достаточно красиво. Но проблема в том, что сильно уж пугающимся детям и их претенциозным родителям это может показаться плохим, и они запросто могут запретить ребенку смотреть это. Да и сами дети, возможно, предпочли бы избегать подобный мультсериал в силу его мрачности. Вы можете возразить, будто в Винкс тоже присутствуют жуткие моменты, но лично я их точно не замечал, будучи ребенком. Там хоть есть различные монстры, но они в основном являются частью именно комедийной составляющей. В то время как в Чародейках все происходит на серьезных щах. Как мне кажется, создатели сериала по 5 стражницам не совсем поняли свою аудиторию. Они не осознали, для кого создают этот мультсериал. Для взрослых он слишком уж детский, в то время как для многих детей он является страшным. Винкс же в этом плане сработала на ура. Создатели понимали, что смогут найти отклик от практически всех девочек до 16 лет. Да не только девочек, да не только до 16 лет.
Парадоксально то, что как раз таки Винкс и набрали ту самую взрослую аудиторию, которую, вероятно, хотели завоевать создатели Чародеек. Согласно исследованиям, около 20% всех зрителей сериала составляли взрослые люди от 35 до 45 лет. И это немножко странно. Музыка же в обоих произведениях прекрасна. Как в одном, так и в другом произведении она очень органично вписана. А говорить о вступительных заставках не приходится. Они потрясающие. Если решишь, можешь стать одной из нас. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Я часто разочаровываюсь при пересмотре моих любимых мультсериалов детства, ведь они зачастую оказываются не такими, какими казались мне, когда я был ребенком. Но, наверное, так и должно быть. Ведь, будучи детьми, мы слабо умеем различать хорошие произведения от паршивых. И я не могу сказать, что Чародейки и Винкс ужасны. Вовсе нет. Они такие, какие должны быть. Проблема просто в том, что, будучи подросшим, они мне уже не кажутся интересными. В отличие от, например, Аватар: Легенда об Аанге. И я могу бесконечно приводить это произведение в пример. Ведь оно было отлично во всех аспектах. Оно было интересным как взрослым, так и детям. Таким же был и мультсериал Эй Арнольд и еще несколько других. И мне искренне жаль, что у Чародеек не получилось добиться такого же уровня, как у ранее упомянутых произведений. Винкс же всегда были какими-то далекими для меня, ведь наблюдать за их путешествиями мне было попросту неинтересно. Хотя я готов признать, что создатели Винкс в определенной степени отработали гениально, в том плане, что создали просто невероятно успешный коммерческий продукт, который приносит им огромные деньги и по сей день. Разбирать же по крупицам как одно, так и другое произведение я не вижу смысла. Так же само, как и не вижу смысла разбирать «Ох уж эти детки» или каких-то фиксиков. Хотя и Чародейкам большое спасибо за попытку создать нечто хорошее, хоть она и не увенчалась успехом. Спасибо Чародейкам и за мои прекрасные детские годы, когда я приходил со школы и радостно включал Jetix и смотрел приключения 5 стражниц в королевстве Меридиан. Думаю, что многим такие же эмоции доставили и Винкс, поэтому отдаю дань уважения и им. Всем огромное спасибо за просмотр. Можете также глянуть мое видео по черепашкам ниндзя. Я, честно говоря, подумываю о том, чтобы сделать эту рубрику постоянной. Рубрику, где я буду брать мультсериалы моего детства и разбирать под призмой сегодняшнего меня. Если вам интересна такая идея, то можете дать мне знать об этом в комментариях. А также поддержать это видео лайком, чтобы я понял, что вам такие видео приходятся по душе. Ну а я пошел. Еще увидимся.